黄金地龙王，光明属性，推测既具有光明之火能力，果然很适合你。 Прежде чем Хуэйхао встал на путь становления богом, сколько костей он собрал? От каких духовных зверей произошли эти драгоценные кости? Будучи преемником бога эмоций и будущим зятем, выбранным самим Тансаном, Хуэйхао, естественно, не уступал бы Тансану по ключевому показателю костей. В первой части боевого континента Тансан получил в общей сложности 7 костей. Но Хуэйхао отличился тем, что у него 8 духовных костей, что кажется ненормальным для обычных мастеров. Все духовные кости Хуэйхао невероятно сильны. Наверное, даже Тансан удивился бы тому количеству и качеству костей, что заполучил Хуэйхао. Они считаются чрезвычайно важными, так же как и кольца духа, поскольку предоставляют новые способности хозяину. А главное, духовные кости способны укрепить все внутри, включая меридианы, мышцы, кости и так далее. Другими словами, наличие духовной кости – это комплексное улучшение тела. В отличие от колец, духовные кости не исчезают после смерти мастера и остаются. Пока они не уничтожены, они будут сохранены навсегда. По идее, со времен первой части должно накопиться очень много духовных костей, но и сильных мастеров, кажется, тоже стало больше, и каждому из них нужна духовная кость. Хуэйхао в общей сложности получит 8 костей. Мы рассмотрели все из них, кроме 2 последних, которые особенно интересны. Первые 6 костей – это торс или скелет ледяной императрицы, кость левой руки от ледяного скорпиона 70 тысяч лет, внешняя кость, темно-золотой коготь ужасного медведя, кость левой ноги возрастом 10 тысяч лет от мутанта волков-обезьян, кость черепа, череп судьбы и кость правой ноги возрастом более 100 тысяч лет, получена от слияния с таинственной ледяной травой. И теперь настала очередь 7-й духовной кости Хуэйхао. Это кость правой руки возрастом более 100 тысяч лет. Вы, возможно, удивитесь, но она получена после слияния с принцессой-русалкой, что стало также душой Хуэйхао. На самом деле, с русалками мы уже знакомы с первой части. Среди стражей острова морского бога была титулованная морская дева, которая принадлежала к племени русалок и имела дух флейты. А перед тем, как продолжить, советую отличный сайт для просмотра ваших любимых аниме – Коноха ТВ. Переходи и смотри новинки в хорошем качестве. Ссылочка в описании. Принцесса русалок Лия была мстительным духом. Хуэйхао помог очистить ее дух и позже преобразовал ее как свою духовную душу. Она подарила духовную кость, которой более 100 тысяч лет. Ее способности поразительны. Это навык контроль русалки. Принцесса-русалка получает те же кольца, что и духовные глаза Хуэйхао, и может использовать свои способности за половину силы духа. Также можно использовать способности Хуэйхао в некромантии. Пусть это вспомогательный навык, но он очень полезен. При необходимости он может высвободить дух русалки, что активно контролирует навыки Хуэйхао, и использует инстинкты, чтобы помочь ему высвободить дополнительные навыки. Но главное, потребление ментальной энергии и силы сокращается вдвое. Однако единственное, чем можно управлять, это духовные навыки Хуэйхао. Ну и последнее, 8-я духовная кость Хуэйхао – это внешняя кость возрастом 800 тысяч лет. Получена от зверя, что находится на 2-м месте в рейтинге сильнейших свирепых зверей. Да, это император тиранов Злого Глаза. Возможно, только бог зверей едва может соперничать с ним. Поэтому кость, которую он производит, чрезвычайно редкая во всем мире. К тому же она внешняя, что делает ее еще более ценной. Это тиран, огромный глаз, диаметром более 300 метров, со множеством щупальцев. Император Злого Глаза был существом с самой сильной духовной силой на континенте, пока его не победил Хуэйхао, почти достигнув 800 тысяч лет в развитии. Он может использовать бесчисленные навыки духовного типа с его огромной духовной силой и объединять ее со своим пространственным намерением. Победив его, Хуэйхао получил его кость и кольцо. Духовная кость почти 800 тысяч лет Злого Императора приняла форму вертикального глаза и подойдет только тому, у кого есть 3-й глаз. Способности. Пространственно-временной луч. При активации 3-й глаз Хуэйхао становится темно-синим, который распространяется вокруг него, прежде чем он высвобождает медленно движущийся темный луч в сторону цели. Когда луч запускается, цель становится обездвиженной, как будто время замирает вокруг нее. Хотя темно-синий луч кажется медленно движущимся, но по мере того, как он движется к цели, он окрашивает небо, землю и космос своим темно-синим светом.
Пространственно-временной луч – это высший прием императора Тирана Злого Глаза, который был использован против сильнейшего зверя. Как и кость темно-золотого медведя Ужасного Когтя, Злой Глаз – это внешняя кость, которая может продолжать развиваться. После того, как Хуихао слился с глазом, его способность духовных глаз значительно улучшилась, и у него появился навык светоразрушения, который игнорировал любую защиту. Как видим, в конце сюжета второй части Хуихао прокачается весьма сильно. Не только духовные кости, но и кольца будут могущественными. Если вам интересно узнать обо всем наборе колец Хуихао на 3 духах, напишите в комментариях, запланирую видеоролик на эту тему. А также большое спасибо за 2000 лайков. Рассказ о Сюй Сэнши Цзянь Наньнань уже готовится. Давайте и под этим видео наберем 2000 лайков. Также приглашаю вас на мой новый канал по Дунхуа. Здесь будет много интересного, что нельзя выложить на основной канал. И уже есть пару видео. Ссылка будет в описании. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.